Я расскажу, сколько заработали лучшие игры за январь 2023 года в Steam. Если игра, которую вы ждали, не попала в топ, значит на нее оставили меньше обзоров, чем на эти игры. Backfire Wall – приключение, которое понравится любому современному геймеру, ведь здесь все события разворачиваются вокруг компьютеров, смартфонов, интернета и других технологий. Без них человек настоящего не может представить собственную жизнь. Часто случается так, что программы, к которым люди привыкли, вызывают сбои, и именно эту проблему и предстоит решить по ходу прохождения. Главным героем становится человек, который работает в крупной компании софта и является руководителем отдела обновления ПО. В Backfire Wall основным элементом геймплея становятся бесконечные головоломки и пазлы, и для их решения пользователю придется задействовать такие навыки, как логика, скорость реакции, находчивость и точность. По ходу повествования важно собирать программные коды, устранять лишние блоки данных, исправлять ошибки и баги. Одиночная кампания состоит из нескольких десятков уровней с постепенно повышающейся сложностью. Эта игра является сатирической и высмеивает многие современные клише, которые касаются гаджетов и сети интернет. Виртуальный мир благодаря такому подходу выглядит очень ярко и необычно. Исследовать его можно с видом от первого лица, однако посетить сразу все места не получится, ведь локации разделены задачками, решение которых займет немало времени и сноровки. Игра стоит $15 и заработала $22 тысячи. Death in the Water 2 – симулятор выживания, который отличается от большинства представителей своего жанра тем, что действие здесь происходит исключительно в подводном мире. Пользователю не нужно беспокоиться о том, что закончится кислород. Протагонист может находиться на глубине сколько угодно и заботиться о совершенно другом. Его задача лишь сводится только к тому, что исследовать красочную полностью открытую вселенную и не стать обедом для очередной акулы или морского чудовища. Подводную вселенную Death in the Water 2 населяют разнообразные как реальные, белые и тигровые акулы, скаты, осьминоги, десятки типов неагрессивных рыб, так и вымышленные создания, огромные кракены, гидры, мегалодоны, животные. У каждого из них уникальные стили поведения, что чрезвычайно важно учитывать, дабы не стать жертвой. К счастью, главный герой имеет при себе гарпун, который способен убить небольшого противника или серьезно навредить даже крупному хищнику. Виртуальный мир вокруг пользователя выглядит действительно живым. Каждый представитель фауны ведет себя независимо от действий юзера. Они даже могут охотиться друг на друга, делить территорию и добычу. В своем опасном исследовании игрок будет наблюдать невероятно красочные виды, в том числе и сказочные коралловые рифы, которые бурлят жизнью и красками. Игра стоит $20 и заработала $140 тысяч. Но чтобы в них сыграть в Steam, нужно их купить, а при текущих условиях это может быть муторно. Мне часто дают разработчики ключики от своих игр, но не все игры, в которые я бы хотел поиграть. Выручить может купи-код Steam. Это сервис для безопасного пополнения вашего аккаунта с минимальной комиссией. На сайте вы получите доступ к широкому выбору товаров по низким ценам. Комиссия на пополнение Steam самая низкая на рынке, меньше чем у Kiwi и перекупов на разных площадках. А при использовании моего промокода «Быть инди» комиссия сразу составит всего лишь 14% вместо 20 стандартных. Пополнить баланс Steam можно на любую сумму. Пополнение происходит быстро, легко, а главное безопасно. Всего в несколько действий. Первое. Необходимо ввести свой логин Steam, никаких личных данных сообщать не нужно, что крайне важно, учитывая количество небезопасных сервисов. Второе. Ввести сумму, на которую хотите пополнить аккаунт, и мой промокод, чтобы уменьшить комиссию. Третье. Нажать кнопку «Пополнить», выбрать способ оплаты и оплатить. После успешной оплаты деньги поступят на баланс аккаунта в течение 2-15 минут, и можно сразу переходить и покупать новинки в Steam. А если что-то пойдет не так, команда техподдержки всегда готова помочь по любому вопросу. Если вас уже заинтересовал данный сайт, то ссылка в описании и закрепленном комментарии. Пополняйте ваши аккаунты Steam с помощью купи-код и наслаждайтесь играми без лишних хлопот. А теперь к самим играм. Спасибо за лайк и приятного просмотра. Empty Shell Prologue – это хоррор-рогалик, действие которого происходит в промышленной зоне где-то на безлюдном японском острове. Сюда прибывают добровольцы, не ведающие, что их ждет. В Empty Shell вы – оперативник, которого послали выполнить определенные задачи в заброшенном исследовательском центре, простоявшем несколько десятилетий. Вам предстоит решать небольшие головоломки, но в целом вас больше всего беспокоят монстры и тот факт, что патронов может не хватить.
По мере прохождения вы сможете покупать улучшения и находить документы 50-х годов, которые помогут пролить свет на то, что там происходило. Временами кажется, что камера слишком сильно увеличивает изображение, было бы удобно использовать ручное масштабирование, но, кроме этого, игра очень напряженная и атмосферная. Это настоящий ужастик на выживание, визуальный стиль работает очень хорошо, и есть несколько очень напряженных моментов, когда вы сталкиваетесь с некоторыми из самых сильных врагов. Так как это пролог, игра бесплатная и ждем выход основной версии игры. Wool Loop – это игра в жанре симулятор и логическая, разрабатываемая Toasty Labs для платформы ПК. Мотайте, плетите и наматывайте шерсть. Создавайте произведения искусства прядь за прядью, по одной петле за раз в этой спокойной игре о мастерстве. Черпайте вдохновение о большой выставке уровней и расслабляйтесь под успокаивающий саундтрек. Wool Loop – это игра на созидание. Вы создаете великие произведения искусства, потаскивая нить в петлях вокруг различных булавок на вашем холсте. Медленно, по одной нити за раз, будут формироваться узоры, пока в конце концов вы не создадите великолепно сотканный шедевр. В игре более 100 уровней, и вы будете поражены тем, что вы сможете создать, используя только пряжу и булавки. От начала и до конца Wool Loop создана для того, чтобы расслаблять и приносить удовольствие, чтобы помочь вам расслабиться и отдохнуть. Абсолютно все расслабляет. Музыка, игровой процесс и даже то, что вы совершаете ошибку. Игра бесплатная. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. One Piece Odyssey может порадовать фанатов культовой манги и аниме-сериала. По мотивам серии также было выпущено немало экшенов и файтингов. А данный проект – это японская ролевая игра. Его релиз приурочен к 25-летию популярной серии. История снова посвящена приключениям знаменитых пиратов. По сюжету они отправляются в плавание по новому миру на поиски невиданных ранее земель и попадают в шторм. После кораблекрушения команду Соломенной Шляпы разбросало по тропическому острову, вокруг которого регулярно случаются бури. Игрокам изначально дают под контроль только Monkey D. Луфи. Этот корсар хочет отыскать всех своих товарищей, а затем найти способ вместе с ними убраться с этого места. По мере прохождения юзеры получают возможность управлять и другими персонажами. В игре One Piece Odyssey можно бродить по открытым локациям и подземельям. Геймплей состоит из исследования местности, сбора ресурсов, сражений, прокачки, решения головоломок. Постепенно юзеры обзаводятся новыми союзниками. У каждого героя есть уникальные способности. Эти скиллы используются не только в бою, но и в мирное время. Навыки позволяют разбираться с пазлами, добывать предметы и забираться в труднодоступные места. Видеоигра использует боевую систему под названием Scramble Air Battles. Схватки проходят на аренах, что разбиты на области. Между этими секторами можно перемещать своих подопечных. Позиционирование тут играет важную роль. Также здесь есть механика, именуемая Dramatic Scene. Она периодически обыгрывает особенности персонажей и ставит их в невыгодные условия. К примеру, Санджи перестанет атаковать, если он будет окружен женщинами. Игра стоит $60 и заработала $1 300 000. Cultivation Story Reincarnation – топ-даун экшен с элементами RPG и рогалика, основанный на китайских мифах и легендах. Проект выполнен в стильном пиксель-арт стиле с элементами восточной рисовки. Требуется сражаться с огромным количеством разнообразных монстров и боссов. Вместе с героем приключения необходимо пройти множество уникальных уровней, чтобы дать отпор злу, нависшему над страной. У протагониста есть широкий арсенал вооружения ближнего боя, который позволяет сражать на своем пути целые армии противников. Особенностью игрового процесса выступает процедурно генерируемый мир. Каждый элемент игры, будь то локации, расположение врагов, выпадающих предметов и тому подобное, создается случайным образом, повышая реиграбельность Cultivation Story Reincarnation. Также генерируются арены с боссами. За убийство главарей игроку начисляются различные награды. Они также генерируются рандомным методом. По миру разбросаны сундуки, содержащие лут и полезные бонусы. Есть развилки, которые определяются посредством моральных выборов. На локациях можно отыскать множество персонажей, доступных для взаимодействия. У них можно взять квест или обменяться предметами.
Скорость и интенсивность геймплея постепенно повышается. Необходимо быстро реагировать на выпады своих врагов. Игра стоит $10 и заработала $200 000. I Commissioned Some Beast Zero – головоломка, в которой потребуется исследовать 10 детализированных и уникальных произведений искусства. Игра про поиск ключевых объектов на локациях. Суть игрового процесса крайне незатейливая и простая. Необходимо отыскать всех спрятанных пчел. Всего потребуется отыскать порядка 1000 их разновидностей. В любой момент можно использовать одну из множества подсказок. Их можно вызывать в любое время, и их количество не ограничено. Помимо, на картинках есть множество второстепенных объектов, открывающие доступ к разнообразным бонусам, например, специальная тема или фоновая музыка. Есть 3 стола для сохранения достижений. В любой момент можно сбросить весь игровой процесс. В I Commissioned Some Beast Zero доступна игра с таймером, отображающая скорость поиска квестовых объектов. Картины можно увеличивать и уменьшать для более точного поиска. Все картины выполнены в уникальной стилистике. В них играет индивидуальная музыка и присутствует своя неповторимая атмосфера. При помощи разблокированного контента можно менять различные элементы карты. Справляясь с поставленными целями, повышается общий рейтинг игрока. Есть мировые таблицы лидеров, отображающие как индивидуальные достижения, так и результат всех остальных игроков. Игра бесплатная. Juno New Origins – симулятор строительства ракет, с помощью которых после можно отправиться прямиком в космос для исследования его бескрайних просторов и, конечно же, новых планет. В проекте отсутствует сюжетная линия, и единственное, чем нужно заниматься – проектировать, а затем наблюдать за запуском и курсом носителей, а потому игру вполне можно назвать специфической и не для всех. Изначально симулятор Juno New Origins был выпущен на мобильных платформах и только после был переделан на компьютеры. Но с портированием добавились некоторые дополнительные функции, которые отсутствовали в оригинале, и похорошела визуальная составляющая. Для создания уникальной ракеты доступны несколько десятков деталей. Звучит не сильно много, однако каждую из них можно настраивать как угодно. Меняется абсолютно все, начиная от формы и заканчивая плавучестью и цветом. К примеру, всего предусмотрено несколько типов двигателей, но в этих камерах сгорания настраивается вид топлива, форма сопла и размер. В результате на выходе получается сотни комбинаций, и каждая из них ведет себя абсолютно по-разному. При неправильной настройке ракета может пролететь километр и с треском разбиться. Если же действовать правильно, то носитель способен долететь до конца галактики, что вознаградится новыми красивыми видами. Игра стоит $20 и заработала $680 000. Pizza Tower выделяется своей пиксельной графикой и анимацией. Рисовка подражает старым мультсериалам из конца прошлого века. Также проект может похвастаться энергичным саундтреком. Это двухмерный платформер с видом сбоку. Данный тайтл является духовным наследником видеоигр из серии Wario Land. В нем можно ходить влево и вправо, бегать, разгоняться, прыгать, делать рывки, ломать некоторые преграды, кататься на маунтах, превращаться в монстров. Есть возможность бить соперников и парировать их атаки. Геймплей состоит не только из сражений с недругами и преодолений препятствий. Здесь также можно заниматься изучением уровней. Есть тут и битвы с боссами. Для получения доступа к ним надо собирать начинку и зарабатывать деньги. В правом верхнем углу экрана расположен маленький телевизор. На нем показываются меняющиеся выражения лица персонажа. Pizza Tower – это объект, который хочет уничтожить герой. По сюжету Пеппино Спагетти пытается спасти свой ресторан. Кроме этого лысеющего итальянца, здесь иногда дают управлять парнем по имени Густаво. По сюжету пиццелийский злодей хочет из своего убежища взорвать при помощи лазера заведение протагониста. Чтобы этого не произошло, шеф-повару надо отправиться в логово врага, подняться наверх и разобраться с антагонистом. Постройка состоит из 5 этажей, каждый из которых разделен на множество разнообразных уровней со скрытыми областями. Локации можно проходить быстро, чтобы получить как можно больше очков, или исследовать в собственном темпе. Игра стоит $20 и заработала $700 000. Hi-Fi Rush повествует о приключениях парня по имени Чай. Это меломан без одной руки решил поучаствовать в проекте Armstrong. Компания Wendell Technologies предоставляет людям с физическими недостатками импланты, но взамен требует работать на себя.
Герой должен был стать мусорщиком после получения механического протеза, однако во время операции в его грудь случайно вживляется музыкальный плеер и дает ему новые силы. Корпорация после этого начинает считать протагониста бракованной особью и пытается его уничтожить. Сам он пускается в бега и встречает кошку 808, которую управляет загадочный хакер. Вместе они решают дать отпор злобной фирме и вывести ее руководство на чистую воду. Постепенно число их союзников увеличивается. Сюжет подается через заставки на движке. Трехмерная графика благодаря селл-шейдингу и прочим эффектам напоминает одновременно мультфильм и оживший комикс. Это смесь ритм игры, приключенческого экшена и слэшера. В игре используется вид от третьего лица. Благодаря незаконному эксперименту парень получил способность видеть повсюду ритм. Элементы окружения пульсируют вместе с битом, так что по ним можно ориентироваться. Также есть возможность включать специальный индикатор для облегчения процесса. Во время сражений с противниками важно попадать в такт, чтобы наносить более сильные удары, получать ранги повыше и зарабатывать больше очков. В бою можно выполнять различные комбо, совершать рывки, прыгать, а также проводить совместные атаки. Враги здесь представлены роботами. Среди них есть и боссы. Битвы с толпами механических существ разбавляются эпизодами, где надо преодолевать лазеры, прессы и другие препятствия. В такие моменты камера иногда меняет свой ракурс. Игровой процесс сопровождается особым саундтреком. Он состоит из композиций, написанных самими разработчиками, и треков за авторством культовых и популярных групп вроде The Prodigy или Nine Inch Nails. Игра стоит $30 и заработала $3 100 000. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такой получился насыщенный и интересный топ. Пишите в комментариях, какая игра понравилась больше, и не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.